Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая. Сегодня делаем с вами шапку-ушанку. И не совсем простую, а сегодня будем еще работать с вами с мехом. То есть покажу, как настраивать мех в программе Style 3D. Начнем с простого. У нас есть такой аватар. Я его немножко увеличила. В размерах вы можете найти его в облачной библиотеке. Если зайдете вот сюда и вот сюда, то тут, в общем, загрузится, найдете. Не будем тратить время. Так, я уже какие-то размеры знаю. Вы можете измерять бошку, как вам угодно будет. Или просто на глаз делать. В общем, подгонять руками, как хотите. У меня есть еще настроенные силовые поля для этой башки, чтобы получше располагать детали. Как их настраивать, я не записывала еще видео. Если будет интересно, напишите в комментариях, я сниму об этом видео. Так, погнали. Начну я с боковой детали. У меня шапка-ушанка будет не совсем советского типа, а такая более современная. Итак, мне нужен прямоугольничек. Сейчас скажу. Значит, шириной 9 сантиметров, высотой 10 сантиметров. Дальше. Делаю-ка я его сразу симметричным. Эту точку я убираю. Квадровая сетка. Alt-C, чтобы выбрать инструмент Edit Arc. Настроить кривую. Дальше, чтобы все было по красоте. Create Guideline Parallel to X. Create Guideline Parallel to Y. И подстраиваем вот эти вот ползуночки ровненько по вот этим направляйкам. Дальше. Мне нужно, чтобы он был где-то примерно 15,5 сантиметров. Вот эта дуга. Это я могу удалить. Да. И теперь я могу сделать Remove Linked Editing, чтобы убрать симметрию с этой детали. Итак, у нас получилась ровная деталь. Давайте ее расположим где-то вот здесь. А теперь сделаем Ctrl-D для того, чтобы сделать зеркальную копию. Отлично. Давайте я немножко приподниму. И немножко где-то вот здесь расположим. Все, меня это все устраивает. Приступаем к созданию верхней части. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Да, боже ж ты мой. 31. Одну сотую я уже считать не буду. 31. И давайте сделаем полоски длиной 31 сантиметр. Шириной 6 сантиметров. Мне, в принципе, нормально. Опять квадровая сетка. Делаем Ctrl-D, зеркальную копию. А сейчас будем заниматься хитростью. В общем, какая у меня мысль? Я хочу пришить вот это сюда. Так, давайте я так сделаю. Это сюда, да. Это... Так, давайте я вот так буду шить. Это сюда. Так, да. Теперь Shift-F. Нет, так у нас не получится. Давайте я это сейчас расположу просто вот так. И вот так. В общем, я думаю, картина ясна, что я собираюсь сделать. Но пришивать я это все сейчас не буду, потому что если я пришью это вот так, то мы получим очень рубленную, некрасивую форму. А мне так не надо. Что мне нужно сделать? Я сейчас буду гнуть это все. Как я это буду делать? Значит, беру я вот эту линию, делю ее на 5 отрезков, наверное.
Да. Вот эти два удаляю, 2 точки. Делаю с этой штукой то же самое. Сплит. Делим мы ее на 5. Так. Мне нужно поудалять с этой точки. Мне нужно получить вот здесь вот отрезок примерно, ну вот 6 сантиметров. Давайте я его 6 и сделаю в обе стороны. Ровно 6. Так. И здесь тоже Q в обе стороны 6. Отлично. Так, итак, у нас здесь 12,5 и здесь 12,5. Запоминаем. Теперь мне нужно изогнуть вот эту линию, вот эту часть и вот эту часть. И это я буду делать инструментом Fullness Line. Так, тут, в общем, не имеет особого значения, с какой стороны вы что начинаете делать. Важно только, чтобы понять, в какую сторону его гнет. Во, его гнет вот в эту сторону. И мне нужно, чтобы вот здесь оставалось 12,5, а здесь, допустим, стало 15,5. Так. И здесь мы делаем то же самое. Сначала сюда, потом сюда. И тоже делаем 15,5. Опа. Все. Такая вот у нас получилась штучка. Теперь давайте попробуем сшить и посмотрим, что вышло. Опа. Ну, мне нравится. Думаю, что надо просто поправить его насчет положения на башке. И все, вполне себе. Вполне себе каска. Единственное, что мне немножко не нравится, что вот здесь такой клювик. И мы сейчас это поправим. Сейчас мы это поправим. И мне еще кажется, что... Давайте я сделаю 0,5 skin offset. И, в принципе, ну ок. Давайте я еще немножко вот так вот поправлю. Так, что у нас за ткань? У нас должна была быть жесткая ткань. Trims Cow Leather, чтобы все это на башке аккуратненько держалось. Да, в общем... Мне тут немного не нравится. Давайте сделаем... Сейчас я это все откачу. И на полсантиметра мы сделаем поменьше. Так. Сюда, сюда. Пусть будет 15. Сюда и сюда. Не 15,5, а 15. Окей. Еще раз сшиваем. О, теперь уже практически идеал. Так. Так. Располагаем шапку на башке. Угу. Ну, все мне прям нравится. Skin offset у меня слетел. Ну и давайте я буду показывать толщину, наверное, ткани. Я поняла. Ее тут растопыривает, а тут ее... Ладно, в общем, это не страшно. Теперь я хочу, знаете, что сделать? Немного... Мне этот клюв чуть-чуть не нравится. Я вот здесь сделаю маленькую дугу. Буквально чуть-чуть. Но вот этот ползунок, вот здесь вот, нужно вернуть на место, на вот эту линию.
Вот здесь вот буквально немного должно выпирать, и все. И здесь то же самое. Буквально чуточку. Так, С. А вот этот ползунок возвращаем назад, где был. И давайте глянем, что получилось. Так, это у нас зад. Угу. Что-то не то. Ну, хотя это перед, по-моему, сзади что-то слишком. Сзади надо немного вот так вытащить. Или не надо делать слишком большой. Да. Все. Меня форма устраивает. В принципе, окей. Теперь делаем уши. Давайте я удалю базовые линии, чтобы они не мешали. Окей, погнали делать уши. Так, нам нужен прямоугольник где-то 10 сантиметров шириной и высотой, по-моему, сантиметров 7. Квадровая сетка. А почему 10? 20. А не 10. Так, да. Дальше нам нужно сделать его симметричным. Мы берем вот эту линию. Alt-Y. Окей. Shift-F. Я куда-нибудь сюда расположу и спущу вниз. И это у нас будет штука для ушей. Как мы ее пришиваем? Где у нас, кстати, зад, где перед? В этой шапке. Так, это зад. Сейчас бы не перепутать ничего. Значит, шьем мы следующим образом. Будем шить сзади наперед. Вот так. Сюда и сюда до тех пор, пока точка будет. Окей. И здесь 14. Давайте сразу я сюда поставлю какую-то засечку. Где у нас тут? По-моему, здесь ночь. Так. Так, вот здесь у нас должно быть 14. Окей. Все. Сейчас это похоже на шлем и каску какую-то. Но поверьте, это будет ушанка. Все с ней будет хорошо. Так, отлично. Теперь нам нужно понять, где у нас будут уши. Уши у нас где-то должны быть... Ну, давайте я вот так поставлю точку, да. И отсюда мы отложим... где что у нас тут? Offset Pattern Outline, по-моему, сантиметров тоже 10. Опа, все. Мне, в принципе, вполне себе нравится. Единственное, что я бы сделала здесь еще вот такую точку поставила. И вот этот отрезок я бы ему сделала эластичность, чтобы его немножко поджало. А еще здесь есть такая классная настройка Invert Gradation. То есть, видите, когда мы вот здесь вот съежили эту линию, здесь появился такой вот изгиб. А если мы поставим вот эту галочку, опа, он как бы аккуратно съежит все по всей длине. То есть очень красивая получается линия. Хорошо. Насколько эти уши большие или маленькие? В принципе, нормально. Нам же нужно их еще иногда под подбородок, например, завязать, да? А может быть, они даже еще и длиннее должны быть. Фиг знает. А может и так нормально. Как люди их делают-то, а?
Ладно. Если что, потом удлиним. Вот эту точку можно удалить, она нам не нужна. И теперь что мы можем сделать? Так, X. Давайте сделаем красивые. Это у нас что, 5? Значит, здесь нам тоже нужно отрезать 5. Я не хочу делать... Нет, я хочу делать... Знаете, что я сделала? Я сейчас вот этот вот угол закруглю вот этим round corner 5. И я буду знать... Так, X. А вот здесь я сделаю по-другому. Я сейчас тут еще настрою согласно вот этой линии. Так. У нас здесь 8 сантиметров, да? Так, давайте выставим эти, как они называются? Направляйки. И по ним уже что-то как-то это. 8 сантиметров. Мне кажется, вот это надо поменьше. Давайте я посмотрю. Ну, в принципе, ок. Прям такая сильно большая точность нам особо и не нужна. Но сойдет. Теперь вот этот вот. А давайте я сначала elasticity отрублю. Эту точку я уберу. Здесь я настрою тоже этот угол через Edit Corner. Только здесь он большой не нужен. Здесь достаточно, наверное, 4, а может и 3. Давайте глянем на 4. Не, давайте я хочу 3 сделать. Чтобы не очень большой угол здесь был. А уже вот это вот мы сделаем elasticity, как и было. Только с вот этой штукой. Да. На всю линию. Все, отлично. Теперь нам нужно пошить козырек. Так, козырек. Да. Какого размера вся вот эта вот у нас история? Давайте-ка 5 сеточку поставим. О, все поглаже будет. Супер. Хорошо, что у нас осталось из непришитого? У нас есть засечка. Значит, 4 сантиметра. Давайте поставим еще одну засечку на 3,5. Окей, давайте-ка я покрашу в какой-нибудь другой цвет. Пусть будет синяя. Значит, что нам с этим надо? Значит, здесь будет 3 сантиметра. Здесь у нас будет 6 сантиметров. Значит, козырек у нас будет 9 сантиметров. Делаем... то есть одна половинка козырька будет 9 сантиметров. Делаем 9, высота 7. Так, а дальше квадровая сетка. Блин, да чё ж нельзя настройку-то сделать, чтобы квадровая сетка сразу была? Ну, это ж надо ходить, все это переключать. Тоже на 5. Alt, Y. Опа. Так. И пришиваем мы следующим образом. Ой. Так. Нам нужно пришить это сюда. Это с шифтом сюда. И... Ой. Надо было больше. Надо было 3,5. 9,5. Чего-то я тупанула. Теперь надо переделывать швы.
Все, теперь швы окей. Ну, пришиваем. Супер. Я оставила по полсантиметра вот здесь вот, чтобы у нас не втыкалось. Блин, ладно. Сейчас будем думать, как это все повернуть. Так. Да. Что же еще надо было сделать-то с этим? Не, в общем-то, все правильно. Ладно. Нам нужно сделать вот здесь Edit Corner. Не так. Да боже ж ты мой. Вот. Насколько там? На 5, по-моему, было. На 5 сантиметров. Угу. Хорошо. И потом мы должны этот козырек загнуть. Мы, конечно, можем сделать шов на вот эти швы Turned. И все это, например, вывернуть вот так вот. Сейчас я вот это заморожу. Вот. И, ой, вот эти швы я тоже надо было Turned сделать. Вот. И у нас уже получился козырек. Но вы скажете, что-то она пока эта шапка, она может быть по выкройкам и ушанка, но как-то по поведению не выглядит как ушанка. Хорошо. Давайте сначала еще с козырьком разберемся. Мне, например, вот этот расклад с тем, что у меня заворачивается именно на шве, ни разу не нравится. Поэтому швы я эти сделаю обратно flat. А разворачивать я буду сам козырек. И я это сделаю следующим образом. Add International Isoline. Пусть будет 2 линии. И я их сделаю 2 по 90. Realistic Fold. И посмотрим. Ой, не в ту сторону завернула. Так, 270. О, теперь в ту. Во. Теперь у меня подворачивается именно сам козырек. И он подворачивается очень аккуратненько, так, как мне надо. Супер. Единственное, что я не знаю, насколько высота этого козырька достаточная. Может быть, ее повыше сделать? Его. Давайте я выделю вот эту, вот эти точки. И вот это. И вытащу, может быть, на сантиметр. Или на полсантиметра. Ну, наверное, хватит. Хорошо. Теперь, чтобы это все не выглядело как шлем, нам нужно сделать второй слой. Нам нужно будет сделать второй слой и сделать это из другого материала. Делаем мы это следующим... Так, убираю я все эти направляйки. Делаем мы это следующим образом. Выделяю все это. Так. Вам видно или не видно? Нет, вам, наверное, не видно. Дайте-ка я так подвину. Ой, и так не видно. А если тут... О, Create Lining. Тут будет Create Lining Outside. Опа. И куда-нибудь это рядышком тычем. Тынц. Но теперь нам нужно... Дайте-ка это... Ой, козырек-то. Козырек. Какая-то фигня. Давайте его сначала отодвинем. Оп, все. Все у нас получилось. Единственное, что, поскольку у нас на козырьке были вот эти внутренние линии, у нас тут образовались швы, которые нам, ну, ни разу не надо. Удаляем их. Вообще. Так, все, это мы сделали. Теперь будем разбираться с материалами
И нам нужно будет 2 материала. Делаем второй. Один у нас будет это кожа, а второй будет мех. Я его назову фюр. А это у нас будет лизер. Так, я хочу сделать странного цвета шапку. Вы можете сделать ее любой, но у меня будет кожа. Сейчас покажу, какого цвета. Для начала, чтобы текстуру кожи применить, я схожу в... Где у нас фабрик? Найдем мы что-нибудь из кожи. И... Так. Так не ищется. Давайте поищем так. Так, что тут? Ничего не видно, да? Никакого тебе... Что это за кожа? Крокодил какой-то. Стразики какие-то. Блин, да что ж такое? Так, это вообще замша какая-то. Мне нужна кожа. Ну вот, похоже, кстати, на ту, которая мне нужна. Давайте глянем. Ну, да, практически. Только она слишком блестящая. Сейчас еще поищем что-нибудь. Ой, нет, это что-то прям совсем. В общем, шапка-то у меня кожаная. Так, а вот это? О, то, что надо. То, что доктор прописал. Так. Какой слой у нас будет сверху? Сверху у нас будет вот этот, а это у нас будет фюр. Значит, мы должны накинуть на нижний слой вот этот присед. Дальше. Ну, в принципе, меня текстура устраивает. Единственный цвет. Значит, какой я хочу сюда цвет? Идем. Надо опять переименовать. Идем сюда. Делаю я recolor. И я хочу, чтобы это было что-то такое. Что-то такое вот нежно-фиолетовое. Какого-нибудь. Так, 280. Ну, давайте для круглого счета. Add. Так, я добавила. Окей. Так, значит, будет у нас такая кожа. Но, опять же, ничего тут не происходит того, что мне надо. Вот этот, который фюр, нам нужно сделать пресет. Как у нас и был Trim Scow Laser. А вот это вот мы можем сделать пресет Laser, например, Lambaskin. И давайте посмотрим, что получается. Ну, пока такое себе. Пока ничего особенного не происходит. Так. Сейчас будем наводить детали. Во-первых, давайте для начала вот эти швы все упростим. Нам незачем тут по 10 швов, честно говоря. Нам нужен только один. Сейчас порастягиваем их. Так, да. Теперь нам нужно вот этот вот мы шов, наверное, уберем, потому что нам нужно посшивать вот эти части друг с другом, чтобы здесь как бы там, видите, там торчат белые части. Это потому, что слои не пришиты друг с другом, вот эти фиолетовые, а они сразу пришиты только к белым частям. Поэтому вот эту вот штуку нам нужно пофиксить. И фиксим мы ее таким образом.
Так, опять же, упрощаем все, что можно. Как бы незачем. 10 слоев, 10 швов различных нам и один подойдет. Теперь мы можем, наверное, мы вообще можем вот это вот не пришивать, потому что мы будем пришивать это сюда. Так. Вот, все, здесь сомкнулось. Теперь Б. Вот это к этому, да. А вот это можно не пришивать. И вот это тоже, потому что я сейчас пришью это вот сюда и сюда. Все, тут тоже сомкнулось, а здесь нам пофигу. Хорошо, теперь надо сделать самое страшное. Нам нужно удалить всю симметрию, remove linked editing. Ну, не симметрию, а нам нужно, чтобы вот эти части были независимы друг от друга, потому что мы сейчас будем переворачивать нормали. Но нам нужно будет вернуть симметричность самим деталям. И это делается весьма просто. Здесь мы выставляем оси и Convert Symmetry Axis. Здесь Convert Symmetry Axis. А здесь мы выделяем вот это и делаем Apply Symmetry. Так, вам не видно опять. Apply Symmetry with Sim. Вот это мы тоже выделяем и делаем Apply Symmetry with Sim. Дальше. Ну, это остались, эти остались друг другу симметричными детали, эти тоже. Теперь мы можем перевернуть нормали. Сейчас объясню, что это такое. Значит, кто не знает. Давайте я уберу толщину ткани. А где это у нас? А где у нас толщина ткани меняется? Ребята, я забыла. Вот. Значит, смотрите, когда нормаль, видите, у нас ткань вот здесь вот беленькая, а здесь серенькая. Это значит, что у нас вот эта вот лицевая сторона, а это изнаночная. А нам сейчас нужно вывернуть это все, чтобы поменять местами, чтобы... Дайте сначала... Ой, это ж надо же было так мне... Да что ж такое? Кажется, я что-то перепутала со швами. Давайте я заморожу. Посмотрим, что у нас получилось. Ну, тут вроде швы на месте. Тут швы на месте. Так, давайте я сначала заморожу все. Вот это вот. Разберемся с козырьком, потом разберемся со всем остальным. Так, козырек на место встал. Окей. Теперь отмораживаем потихоньку вот эти штуки. Ой-ой-ой, что такое? Ага, у меня здесь что-то поехало. Б. Это какой шов? Ой, у нас же тут еще швов. Мерено-немерено. Давайте я поудаляю вот это вот. Все. И мы просто сделаем вот так. Так, и у нас, походу, перевернутый какой-то шов. Хотя не должен быть.
Так, давайте отморожу. И посмотрим. А, это же цельная деталь. И посмотрим, что получилось. Так, вроде бы все нормально. Сейчас тут может полететь что-то. Так, тут вроде тоже нормально. Это отмораживаем. Окей. Отмораживаем козырек. Все стоит на месте. Только здесь что-то не сшито. Почему? Так, поняла. Сначала сошьем это. А потом я попробую. Я же нормально еще не переворачивала. Тогда я попробую прошить только одну вот эту линию. А, я поняла, в чем дело. Нам нужно тюрнет. Да, хорошо. Теперь, что у нас здесь? Здесь у нас сшито. Но ничего не понятно. У нас не прошита вот эта часть. Так, давайте я еще раз перешью тогда вот этот шов и вот этот шов. Давайте-ка я еще раз перешью его. Так, это у нас шьется отсюда, сюда и сюда. Все, симметрично они прошились. Хорошо. Вот, после того, как все швы настроены, все нормально, самое время переворачивать нормально. Выделяем вот эту вот всю часть. Идем сюда и кликаем Flip Orientationally 3D. И видите, у нас лицевая сторона стала сюда. Это будет важно в дальнейшем. Так, давайте наведем какой-то... Что-то тут заморожено что-то. Нет. Давайте наведем теперь красоты. Нам нужно, чтобы все эти ткани друг к другу имели экстра коллизию хотя бы на 2 миллиметра. Чтобы они вот так вот растопырились немножко, видите, надулись. Но это еще не все. Сейчас будем заниматься деталями. Значит, мне нужно, чтобы... Это у нас просто лизер, да? Лизер ламбаскин. Что у нас еще есть? Какой у нас есть лизер? Кавай точно не надо. ПУ это не то. Так, ладно, это я чуть попозже сделаю. Нам нужно сделать детали, потому что это сейчас как-то слишком уж шлемно получается. Иду я, значит, сюда и выделяю я вот эти все края. Да боже что мой, как это выделить-то? Так, и мне нужно сделать здесь subdivision на пол сантиметра. Значит, это мельчит здесь сетку. Так, да. Здесь, видите, появляются такие микроскладочки. Здесь, кстати, тоже. Да боже ж ты мой, выделяйся. Вот это вот все тоже нужно сделать. И вот это, кстати, subdivision на пол сантиметра. Ой, на 5 миллиметров. Да, вот. Так,
Отлично. Но это же еще не все. Здесь нам то же самое нужно сделать. Так, у меня почему-то... Так, ну давайте я уже здесь тогда сделаю. Чё же мелочиться-то? Ага, все. Супер. Теперь мне нужно, чтобы вот эта часть, вот эти вот уши, лопоуши, немножечко закруглялись. И были они не такими жесткими. Так, надо нам тоже здесь какой-то пресет изменить. Давайте я попробую сюда тоже накинуть не коулизер, а ламбоскин. Дальше. На вот этих деталях нужно будет увеличить, немножко растянуть вот эту вот всю внутреннюю часть. О! Во, вот эти складочки появились, которые мне нужны. Видите? Прям то, что надо. Теперь мне нужно, чтобы вот это вот по швам немножко выворачивалось все. Для того, чтобы оно немножечко выворачивалось, нам нужно будет сделать вот это вот все выделить. И мы сюда делаем Add Internal Isoline 2 штуки. Ставим сюда 150 градусов. Ставим сюда Realistic Fold. И смотрим, что получается. Ну, чего-то тут оно у нас сделалось. Но мне, опять же, не хватает здесь. Давайте-ка мы для начала сделаем все те же операции с Subdivide здесь. Накинем. Так. Edge Properties. Subdivision. 5 миллиметров. Так. Только не везде. Вот здесь вот нам не нужен был Subdivision. Ой. А как теперь его убрать? Так, я хочу здесь Subdivision не так. Так. Возвращаем все это. О, снимаю отсюда выделение. Теперь ставлю Subdivision. 5 миллиметров. Все, меня это устраивает. Теперь вот по этим краям Add Internal Isoline. Так, мне нужно 150. Да. Так, еще кое-что я забыла. Вот это вот. Так. Окей. Вот у нас уже что-то вырисовывается здесь. Да, но это же еще не все. Нам нужно вот эти швы сделать не тюрнет, а флет. Тогда, вот теперь ее разлепила, эту ушанку. И то же самое нам нужно повторить на этой части. Давайте поубираю лишнее. Тут аж целых 3 шва. А нам не нужно целых 3. Нам достаточно одного. Так. Супер. Так. Flat. Дальше. Здесь у нас Subdivision стоит. Или не стоит. Subdivision есть. Хорошо. Теперь идем сюда. Выделяем вот эту вот часть.
Делаем add internal isoline. Все то же самое, как и было. Вставим вот это вот. Так, 150. Смотрим. И вуаля, у нас появился изгиб вот здесь вот, на козырьке. И козырек стал таким более объемным. Теперь, чтобы у нас козырек тут вот не отгибался прям такими штуками, давайте попробуем сюда, вот на эту часть, дать какое-нибудь давление, например, 20. Что он будет делать? Чтобы его оттаскивало прям туда. Ну, не сильно его куда-то оттаскивает, но... Хорошо. Так, вот сюда... Нет, вот на эту часть, наверное, нужно дать давление какое-нибудь -1, чтобы его немножко... Ой, наоборот, 1. Чтобы немного уши растопырило. Во. Теперь мне нравится. Вполне себе. Теперь это похоже на кожу, которую хорошо по башке растянула. Прям то, что надо. Мы еще можем, конечно, сюда шовчиков каких-то наделать декоративных. Давайте попробуем. Мне прям любопытно, как это бы смотрелось. Идем в стичи. Я сделаю свой топ-стич. И сейчас мы попробуем сделать это. Так, у нас есть free топ-стич, сегмент топ-стич. И что еще есть? И seamline топ-стич. Давайте мы будем использовать free топ-стич. Так. Сейчас забомблю. Хотя нет, знаете как? Наверное, вот так. Да. Так, давайте сделаем топ-стич. Free топ-стич. Давайте сделаем... Ну, как-то так. Например, и так. Давайте сделаем еще и тут. Так, это L у нас, да? Вот так. О, прикольно. Тут вот я не буду, наверное, делать, потому что здесь у нас по-другому сшивается, поэтому нам здесь этот шов не нужен. Но, возможно, нам этот шов нужен так, вот здесь. И вот в этих кусочках. О! Ну, типа как-то так. Теперь давайте его поднастроим. Так. Ну, во-первых, цвет. Цвет у нас пусть будет... Нет, это слишком темно. Возьмем, оттолкнемся от этого. Только сделаем его, например, посветлее. Теперь я бы хотела, наверное, сделать побольше стежки. Пусть будет, допустим, это что? А где стежки? 1,23? В смысле 1,23? Так, 0, допустим, 35. О, да. Так, уже поинтереснее.
Окей. Теперь давайте-ка это сохраню. И, в общем, мы можем переходить к настройке самого интересного. Это... так, мне, знаете, что не нравится? Мне все равно не нравится вот это давление. Почему-то оно... Что с ним не так? Так. А на что я переключилась? Но это не работает, а так. Так работает, но ничегошеньки непонятно. Можно, конечно, приколоть это какими-нибудь булавками, но оно же будет... Ну ладно, давайте попробуем булавками приконопатить. Вдруг add tag. Add tag. Как это читается? Так, tag, так. Ладно, add tag. Короче, попробую сюда ткнуть. И куда-нибудь сюда, например. Так, ну, вроде бы да. Добавить булавку. Ну, типа, куда-то воткнулась. Так, давайте глянем, куда оно присобачивается. Примерно оно одинаково, но не совсем. Так. Ага. Как-то так. Теперь здесь. Это здесь, а это куда-то сюда. Ну, типа да. Наверное, чуть повыше надо. Так. А может быть, чуть подальше? Ну, думаю, что в принципе нормально оно держится тут. Середину тоже можем приколоть, конечно, но что-то мне не хочется. Хорошо. Для того, чтобы настроить шерсть, друзья мои, мы не можем это делать прямо в 3D-окне. Нам придется с вами идти в окно рендеринга. И там уже все это настраивать. Так, я уберу отсюда мышь. Шапка, в принципе, меня устраивает. В плане там выкройки, готовности, все. Мне детализации этой достаточно, чтобы вам показать, как настраивать шерсть. Теперь переходим к шерсти. Идем мы с вами в окно рендеринга. Для того, чтобы оно у меня присоединено просто к 2D окну. То есть, если это у вас будет выглядеть вот так, то есть, типа как-то так, или сбоку тут еще, вот чтобы вот этой вот фигни не было, отцепляйте его, и поскольку нам 2D окно сейчас не нужно, мы его сюда переходим, и здесь уже с ним что-то делаем. Для начала, чтобы что-то отобразилось, нам нужно нажать Sync, чтобы он начал отрисовывать там, что у нас в окне находится. Для того, чтобы настроить пропорции окна, мы нажимаем вот эту штучку, переходим в Image, и здесь настраиваем пропорции, чтобы у вас не было так, что вы что-то тут меняете, и меняется высота, ширина. Допустим, у вас был вот этот вот пресет, да? И была вот эта галочка по умолчанию. Вот вы тут меняете, например, 1200 пишете, и тут раз ничего не изменилось. Нужно обязательно отключить вот это вот Maintain Ratio. И 1500, например, я хочу. О, все, меня устраивает. 300 ppi мне не надо, пусть будет 72. И, в принципе, норм. Да, я еще, наверное, хочу сделать так, чтобы у меня просто шапка была видна. И тогда, возможно, мне нужно как раз-таки сделать квадрат, а не этот. Пусть будет
Зачем мне... Пусть мне будет 1200 на 1200. В принципе, нормас. Вот, будем сейчас настраивать мех. Надо подобрать какой-то ракурс прикольненький. Ну, допустим, меня устраивает. Значит, переходим к настройке меха. Нам нужно перейти в наш материал. Нам нужно в материале выставить back, убрать вот эту галочку, что у нас здесь будет другой материал. На фронте у нас будет один материал, на бэке у нас будет другой, а на сайде у нас эта галочка должна оставаться. Итак, настраиваем back. Back я настрою того же цвета, что и был. Матовый, все нормально. Теперь переходим во фронт. Во фронте у нас будет, нам нужно выбрать фюр, шерсть. Он нас тут предупреждает, что это очень долго рендерится все, и материал тяжелый, и вообще рендерите это все на ЦПУ. Спасибо большое, до свидания. Вот. Значит, я включаю, что это шерсть. Но у нас как бы тут появляется какой-то предустановленный пресет шерсти. И, в принципе, если вас устраивает, можете и так оставить. Меня не устраивает. Я хочу, чтобы шерсть у меня выглядела по-другому, поэтому мы будем сейчас ее всю настраивать. Да, и я хочу, чтобы она у меня была тоже подкрашена этим фиолетовым цветом. Только, наверное, не таким, а каким-то вот таким. То есть сам низ должен быть, наверное, таким. Дальше. Идем настраивать шерсть. Значит, что делаем? Спускаемся вниз. Тут надо бы сохраняться почаще, потому что с этой шерстью вылетает это все вообще. Стайл 3D легко, easy просто. Значит, вот это нам все не надо. У нас спускаемся до вот этой вкладочки Fur. И у нас есть такая кнопка Open Fur Editor. Открываем. И у нас открывается редактор шерсти. У кого повезло и у него есть RTX, включите вот эту вот галочку. У меня RTX нету, к сожалению. И у вас будет все изменения отображаться еще вот здесь вот. Вот. Поскольку у меня RTX не работает, да, кстати, вот это окно у вас тоже откроется где-то третьим сбоку, поэтому я его отковыряла и засунула во вкладки с 3D окном. Итак, у нас есть пресеты, их тут дофига. Мне нужен какой-то пресет типа кролика, но я его все равно буду настраивать. Тут много разных пресетов. Сейчас вам все показывать не буду, полазьте сами. Я настрою кролика, но буду сейчас тут измываться над ним. Так, когда мы сюда перешли, ткнули в пресет, у нас остановилась синхронизация. Давайте перезапустим. Нам надо все это увидеть. Значит, что случилось с шерстью? Шерсть внезапно стала черная. Это нормально, потому что у нас есть тут вкладка геометрия, то есть мы настраиваем геометрию этой шерсти, а есть вкладка шейдинг, где мы настраиваем, как выглядит эта шерсть. Так вот, здесь цвет по умолчанию черный, а нам нужен наш любимый сиреневый, который и был. Дальше. У шерсти есть отлив. У меня крашеная шерсть, и я хочу, чтобы она отливала беленьким. Для этого я включаю вот эту галочку, и видите, у нас появляется как бы такой типа градиент. Но это основной цвет шерсти, это средний цвет шерсти. Сейчас я добавлю сюда этот мид-тон, и мы его немного высветлим. Там до 85, например. Вот, тон тот же самый. Все. И у меня очень долго все это рендерится. Ну вот, примерно так это все получается. Теперь, если цвет меня более-менее устраивает,
то я вижу, что меня вообще не устраивает геометрия. Слишком упорядоченная эта шерсть. Значит, переходим во вкладку геометрии. Да, тут ее, кстати, блеск еще можно настроить, мягкость и позицию этих цветов. И еще какая-то галочка Interpolation. Ну, давайте я не буду лишний раз это тыкать, сами потыкаетесь. Пойдем в геометрию настраивать. Значит, у нас есть такие настройки. Length — это длина шерсти. Меня, в принципе, 20 мм устраивает. Thickness — это толщина шерсти. 0,13 меня тоже устраивает. Bend — это насколько она будет гнуться, изгибаться, по-моему. Taper — это, честно говоря, не знаю, по-моему, кручение, верчение. Значит, bend. Давайте покрутим bend, типа, чтобы она, может быть, не так вот легко гнулась. То есть, в общем, сейчас посмотрим, что тут у нас с этим бендом. Ладно, это не самые интересные настройки. Density — это частота, то есть насколько много частота на квадратный дюйм, сколько волосинок будет на квадратный дюйм. Дальше гравитация. Насколько сильно будут опадать эти ворсинки. Давайте я поставлю на 5 и посмотрим. Они сейчас у меня все вниз прям смотрят, может, их немного приподымет. Если я их на меньшую гравитацию сделаю. То есть, если они будут менее Да, вот ее немного распушила. Видите? Эту шапку. Вроде как немного ее распушила. Дальше. Вот самые интересные настройки — это рандом. Все, что подписано рандомом, это прям то, что нам нужно. Значит, смотрите. Рандомная длина. То есть, насколько часто будут встречаться рандомные... То есть разные длины ворсинки. Я хочу, чтобы это было, пусть будет 30. 0,3. Дальше. Рандомная толщина. 0,1. Толщину не буду ничего делать. Рандомное направление. Вот рандомное направление, да, я бы хотела тоже увеличить, например, до 4, чтобы она не была такая прям упорядоченная. Она сейчас вся такая слишком упорядоченная. Рандомная гравитация. То есть тоже интересная настройка. Давайте поставлю там на 0,2 и посмотрим, что будет. Еще у нас есть интересная галочка. Да, кстати, у нас есть базовые настройки, а есть расширенные настройки. Давайте глянем, что у нас в расширенных есть. Ага, то есть смотрите, у нас в расширенных можно отдельно покрутить гравитацию по X, по Y, по Z. Ух ты! Кучерявость можно какую-то поднастроить. Что еще? Рандом кучерявость радиус. Ух ты! Слушайте, тут интересно прям. Так, а это что такое? Это что? Это прям вообще что-то, не знаю. Ребята, я сюда еще не лазила, мне сложно. Тут что-то вообще, тут какие-то текстуры можно накладывать. Прям очень интересно. И у нас есть еще вот такая галочка прикольная. Это First Cluster. Давайте глянем, что тут. Так. Я так понимаю, что мы можем как бы сбивать это в какие-то кучки этими кластерами. Не знаю, видно ли какое-то... Вроде что-то изменилось. Вроде как они такими этими сосульками стали. То есть друг к другу поприлипали. Блин, мне сложно это что-то сказать. Как-то что там изменилось. Давайте что-нибудь random height. Давайте покрутим немного от это. Так, рандомная интенсивность. Тоже, кстати. Давайте до 0,1 накрутим.
Так, надо не забыть сохраниться. И после сохранения надо заново нажимать синхронизацию. Я, наверное, переключусь в базовое, потому что нам тут ничего не делается. Знаете что? Сейчас шерсть потеряла как будто бы глянцевость. Давайте пойдем в шейдинг и, может быть, накрутить еще глянцевость. Так, еще здесь какая-то галочка, интерполяция. Давайте уже все попробуем. Что там написано? Naturally blend borders of tip, mid and root colors. В общем, что-то тут она делает, натурально смешивает что-то там. Кончики, средние и корневые цвета она более натурально смешивает. Так, не знаю, похоже ли это на кролика или нет, но давайте я поставлю mid position куда-нибудь сюда. Пусть будет на 0,5. Чтобы у нас... Так. У нас один тот же цвет, да? Давайте я цвет сделаю какой-нибудь потемнее. Может быть, вот так. Тогда будет... Не знаю, что там с софтнесом. Если его поменьше сделать, что тогда? Так, более высокое значение. Highlight wraparound. Smoother look. В общем, я не поняла, что более сглаженное что-то. Чего-то не понимаю я. Наверное, надо это на финальном рендере смотреть, что получится. Ладно, пусть будет где было. 0,9. Так. И мне нужно, наверное, вот сюда это выставить. Вот это вот. Так, еще в геометрии... В геометрии у нас есть сегменты. Это количество сегментов, на которые делится сам волосок, чтобы он был более плавный в своих изгибах или более угловатый. Если сделать один сегмент, будет все просто торчать торчком. Так, давайте с кластерами разберемся. Радиус в миллиметрах. Это... Давайте я сделаю... Ну, пусть будет 10 миллиметров. Что даст? Cluster Sharpness. Так. Рандомная высота. Интенсивность. А можно больше интенсивность, чем единицу поставить? Нет, нельзя. Так, patch кластер и тип кластер. Даже не знаю, что это дает. Так, это что? Оно что-то сосульками больше стало, да? Или мне кажется? Вроде как мех чуть больше такими друг к другу сосульками поприлипал. Если уменьшить. Или наоборот. Так. Непонятненько. Интенсивность 0,1. Давайте поставим интенсивность на 5 десятых и посмотрим, что даст это нам. Вдруг что-нибудь мы увидим.
какие-нибудь изменения. Ну, вроде как, да, какими-то он отдельными такими этими, но все равно нифига не понятно. Так, а где-то у нас гравитация была. Дайте-ка я гравитацию поставлю вообще на 2 и посмотрим, распушится он еще лучше или нет. Да, его распушило. В общем, это очень долгая песня с моей видюхой, и записывать вам видео и смотреть, что она тут делает. Но я думаю, что с большего вам механизм этого всего понятен. Кстати, зачем мы делали в этом материале другой бэк? Почему мы бэк отключили? Давайте покажу, что бы было, если бы мы эту галочку не отключили. Вот я сейчас его включу. И... Ага, и ничего. А у меня на тестах было, что у меня повылазила вот тут вот шерсть. С другой стороны. И она торчала прям из... Не знаю. Может быть, Style 3D знает, что здесь еще один слой ткани, и из-за этого он не показывает мне шерсть. Но он мне, короче, шерсть совал прям из щелей, она торчала. Ну, давайте я отрублю это. И здесь у нас не Fure, а Mate должен быть в бэке. То есть не шерсть, а вот это. В сайде у нас все остается как было. Все. Хорошо. На этом, я думаю, я закончу это видео, а вы уже увидите эту шапку просто сделаю эту, короче, вам рендер полноценный в нормальном размере, там покажу, что там, как там получилось. А с вами была Ольга Старшая. Рада была с вами увидеться. Если вам нужны какие-то личные консультации по поводу работы в Style 3D, то я провожу эти консультации за небольшую плату. Можете написать мне в сообщение канала, ссылочка будет в описании, и мы с вами договоримся. Ну, а сейчас всем классных творческих проектов и пока!